Внимание! 7, 15, 1, 2, 19, 7, 25, 6, 13, 6, 7, 15, 14, 0. Стандартные методы допроса не сработали. Пациент скорее жив, чем мертв, но и не мертв, чем жив. Галлюцинационные галюны. Накачали препаратами изрядно. Весь вред, какой только можно, мне уже причинили. И нужно выбрать кодовую фразу для активации внедренной памяти. Пора за работу. Пора за работу. Быть с вашим братом. Работайте, братья. Будешь моим братом. З величезним задоволенням. Чё ты орёшь? Ключевая фраза держала тебя в рамках, но этого мало. Твои главные секреты всегда оставались под замком. Я считаю, что самый страшный враг – это тот, кто разрушает дом изнутри. Любовь и доверие к семье священны. Сложная моральная игра, которая раскрывает полувыдуманные события холодной войны. Полувыдуманные, то есть закладки ЦРУ атомными бомбами по всей Европе как подстраховка, если СССР вдруг будет иметь социалистический успех. Выдумка. А хотя история раскрывает те самые секретные документы о теории заговоров, когда в то время шпионов видели практически в каждом, что на территории Запада, что на территории Востока. Таки сегодня на улицах полно полиции. Моего информатора взяли при случайной проверке в 2 кварталах отсюда. Теперь Штази перевернут тут все. Грета Келлер у нас. Тоже. Ее сдал ее собственный коллега. Бесхребетное дерьмо! Извини, Грета, КГБ хорошо платит. Привет, это Лумпова, а это Мария мои деньги из переобулась. Кремля. Предрекали, что ты остановишь деспассию олигархов, а не примкнешь к ним. Восстановишь баланс сил в партиях равновесия. Ты была мне как сестра. Я любил тебя. Я тоже хочу. Время молодо. Заказ Мадана. Завербовали. Но как он мог? Ох, он такой доверчивый. Его пытали. Как же я раньше не догадалась? Есть только один выход. Только один. Побуду злым копом. Восток – дело тонкое. Ты как здесь оказался? Бог от него сияние исходит. Вах, Стреляй. какой красивый мужчина. История раскрывает события, произошедшие после истории, которая была в первом Black Ops с Резновым, Драговичем и Штайнером. Должны умереть. Он объяснил, что это были за люди. Почему они все должны умереть? My name is Victor Reznov. And I will have my revenge! Эти гребаные числа в моей голове! Путин, Россия. Да что с тобой такое? Но Call of Duty совмещает в себе франшизу с новым Modern Warfare, где тот самый Имран Захаев. Перезапуск, потому что игнорируется второй Black Ops с Раулем Менендесом. Их поймали без штанов. Результат? Поезд сделал бум.
Бог придет, порядок наведет. Вот ведь самодовольный кусок дерьма. Хватит говорить загадками! Ни разу не видел, кто же является истинным лидером Кордис-Ди. Известно ли, что его зовут Одиссей? Это сраный Рауль Менендес. Увидел его и стояк поймал. Фрэнк, у тебя никогда не срывает башню. Что Менендес с тобой делал в Анголе? Этот гад. Он хотел знать, какие тайны его знают. Гомофобил моих ребят на моих глазах. Думал, что меня это сломает. Я лицезрел, как моих парней мучают. И, да. Когда я увидел Менендеса, у меня шишкан задавил, а ты бы как поступил? Где раскрыли, как вышел Вудс, но выглядело слишком надуманно. Выходит, когда я порезал ублюдка на кусочки, спас всем задницы. Бац. Я бросил тебя подыхать во Вьетнаме, сержант Вудс. Ты должен быть мертв. А я-то и не в курсе. Херня! Он на мозги трахает! То есть в той ситуации, когда Кравченко был обвешан связкой гранат, а Вудс был с ним в тесном контакте, они должны были оба погибнуть. Никак не отскочить. Или умрешь, или калекой станешь. Либо Кравченко, невероятно тренированный и подготовленный боец, способный мгновенно среагировать и отбросить Вудса, одновременно деактивировав гранаты. Это фантастика! Возможно, гранаты были не боевыми, а муляжами, либо их детонация была спланирована таким образом, чтобы минимизировать ущерб. В любом случае, произошедшее останется аномалией, вызывающей сомнения в реальности. Мочу на анализ! Сраные наркоманы! А в новой истории Холодной войны про этот факт вообще опустили, без заморочек. Все-таки мне кажется, что Вудс с Кравченко должны были погибнуть. Это ты к чему говоришь? Это уже перебор. Если хочешь подружиться, то это самый тупой в мире способ. Да мы прикалываемся. Кажется, он озадачен. Так как я поклонник разных теорий заговоров и всему виной та же Холодная война, мне всегда было интересно, что именно в этих зданиях. Не тренировки подготовки спецназа в городских условиях. И все куда прозаичнее. А вы знаете, что Гачи-Мучи делают с теми, кто просто смотрит их кино? Таких, как она, надо истреблять! Что? Истреблять! Истреблять, говорю! О, да! Я справлюсь. Истребительная. Бля. Я все время думаю об этом. Меня это мучает. Но я себе это стараюсь подавить. Что об этом даже смешно говорить. Шпионские страсти. Так можно охарактеризовать сюжет этой игры. Разумеется, там пароль. Может быть, там Сталин. Он у них везде. Попробуй Сталина. Когда никому нельзя верить. Это твой конек, да, Хадсон? Манипуляции людьми. Сознательное искажение правды. Правды нет. Только выбор, кому верить. Бишоп, слушай. Появились новые данные, вы нужны нам здесь. Уже нет ни наушников, ни вкладышей в уши. Теперь приемник вставляют прямо в голову. Сюжет строится вокруг поимки таинственного советского оперативника Персея, который якобы проник в высшие эшелоны власти и планирует подорвать мировой порядок. В любом случае, это американские бомбы. И из-за угрозы подрыва ЦРУ не удосужились деактивировать эти заряды, тем самым лишить возможности действий этого Персея. Хочешь знать, откуда эти шрамы? Давай-ка мы тебя нарисуем, улыбку. Чё ты такой серьезный? Понять Адлера и Персея можно, они друг друга стоят. Цель оправдывает средства. Так нельзя говорить. Это же плохо. Ай-яй-яй. Нам Марья Ивановна на философском так сказала. А я отвечаю да. Оправдывает. А как иначе дела, по-вашему, делаются? Чем-то жертвуешь, что-то получаешь. Разве бывает по-другому вообще? Всегда оправдывает. Ну ладно, подловил. Не всегда.
Но из всей команды Адлера действительно жаль Парк из Ми-6. Не надо, Белл! Ну и Лазаря. Наконец угостить тебя выпивкой, когда все закончится. Лазарь, твоя настойчивость достойна восхищения. Это не значит нет. Когда персонажей вот таким вот образом раскрывают, это значит, кто-то из них умрет. Белл, тебя не убили. Попробуем еще раз. Но здесь нету клише о темнокожих. Тут темнокожие не умирают и не становятся предателями. Ха, смешно. Но я-то не шутил. Имя Персей, героя древнегреческих мифов, несет в себе глубокий символизм. Происходя от глагола «перто» – разрушать, опустошать, оно же представляет его судьбу. Персей становится разрушителем чудовищ, спасителем невинных. В литературе Персей – архетипичный герой, одолевающий преграды и утверждающий свою волю. США и их союзники медленно, но верно пожирают все, что нам дорого. Наши вожди бездействуют перед лицом этой угрозы. Это моральный долг Персея – действовать, когда они сдались. Его подвиги воплощают триумф разума над хаосом, мужество над страхом. Они все-таки извращенцы. Хотя с фантазией у них полный порядок. Образ Персея вдохновлял многих писателей и поэтов, от Гомера и до более поздних авторов, трактующих миф в духе современных психологических и социальных проблем, преодолению и надеждой на победу над самыми страшными опасностями. Его имя как символ героизма и доблести. Хотя с фантазией у них полный порядок. В игре игрок применяет на себя роль оперативника под кодовым именем Белл, чья память была намеренно изменена ЦРУ, чтобы помочь поимке Персея. В ходе выполнения заданий команда сталкивается с жестокими и циничными методами, применяемыми обеими сторонами конфликта, ставя под сомнение моральный облик каждого участника. Игроку представляется возможность принимать решения, влияющие на развитие сюжета и концовку игры. Методы ведения операций. Если это называется тихо, то храни нас Бог. За мной. Даже ответы в диалогах определяют, как развернется история. Это добавляет реиграбельности и позволяет исследовать различные грани конфликта, подчеркивая его амбивалентность. Сюжетное повествование умело балансирует между историческими событиями и вымыслом, вплетая в канву игры реальные личности и знакомые моменты эпохи. Это создает эффект погружения и добавляет достоверности происходящему, заставляя игрока верить в разворачивающийся на экране шпионский заговор. Важным элементом является визуальная составляющая, создающая атмосферу холодной войны. В итоге Call of Duty Black Ops Cold War предлагает не просто шутер, а напряженный шпионский триллер, заставляющий задуматься о цене победы и моральных компромиссах, на которые приходится идти в условиях холодной войны. Игрок не просто участвует в перестрелках, но и становится частью сложной шпионской интриги, где каждое решение имеет последствия. Вместо полярного мира будет мир с одной сверхдержавой – Советским Союзом. И если вожди нового мира отвергнут возможность, которой мы их обеспечим, мы их тоже заменим. Это лишь временные трудности.